Приветствую всех на моем канале. Видео сегодня расслабляющее. Думаю, все вы отдохнете, только досмотрите до конца. Всем приятного просмотра. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. Ну вот просто не могу я с вами не поделиться первым днем выхода на море в этом году. Напоминаю, что я обожаю море и, наверное, в любом случае жил бы где-то рядом возле него. Наконец-то в Италии закончились дожди, и я смотрю, сейчас будет везде солнце, солнце, солнце. Возможно, кто-то из вас в это лето посетит Рим. Пишите в Телеграм, может быть, где-то и встретимся, попьем кофейку. Ну, многих, наверное, заинтересует, где это. Это Тарваняневка. Мне, как я объяснял, мне сюда удобнее всего и ближе добираться. Петроган сегодня. Что делать? Что? Ну а для тех, кто говорит, что море он не любит, то ему песок не туда лезет, то вода слишком соленая, то слишком мокрая, то слишком жарко. Я упорно вас буду напрягать, чтобы полюбить это море. Оно волшебное, оно магическое, оно расслабляет, оно лечит. Вода это все, а морская вода это просто замечательно. В моем городке, где я живу, Лидла нету. И с моря, когда мы едем, в Тарваняневке есть этот магазин, мы постоянно туда заходим. Ну и вам покажу пару минут, чего там почем. Круассаны, мои любимые. После моря тут прохладненько, хорошо. Только, как всегда, музыка не дает спокойно снимать. Ну, гуляю, балдею в прохладе. Я беру такие круассаны часто в пачках. Они долго стоят, и бывает нечего, не знаю, что взять на работу. Схватил и побежал. И цена здесь вот супер. В других магазинах может быть 2 с чем-то такая же пачка. Сыры. Ну, сыры я люблю. Во-первых, я пью много кофе. И кофе выводит кальций, жидкость, поэтому надо компенсировать все. Вообще моя жизнь очень зависит от бутербродов, поэтому я все время смотрю, чего туда накидать на тот хлеб. Ну вот евро 90 такие тромедзины называются. Они в барах продаются. Есть с тонна с рыбой, есть с прошутто. Йогурт я постоянно беру, он всегда прохладненький, сладенький, и типа и поел, и попил. Ну а это всякие Парксайд, недорогой инструмент здесь тоже я прикупал. Ну, у меня уже все есть. Жена нашла что-то тут по скидке даже есть, валяется. Ну, ничего хорошего. Ну, кстати, рекомендую. Вейкхью Романи, супер коньяк.
Ну, кто-то меня спрашивал, цены на алкоголь. Думаю, действительно, что-то давно. Я же не пью в данный момент. Ну, в данный, я уже лет 5 не пью. И не очень интересовало. Ну, покажу для любителей. Напиться тут можно довольно дешево. Болеть потом плохо после такого вина. Да, бокальчик для аппетита перед ужином хорошо, только потом можно так приучить аппетит, что уже без вина и аппетит не придет. Что ты там мне рассказываешь? Что? Что ты мне рассказываешь? Я с кошкой гуляю. Ой, сегодня на море был. Такие крайности я люблю. Там бурно, шумно, волны сегодня были. А здесь тишина, классно. И решил свою кошку порадовать. Что ты смотришь? Такая в шоке. Только я ее вывожу гулять, больше никто. Ой, завтра опять на работу. Знаете, многие из вас в комментариях, не многие, некоторые, ко мне так относятся, типа прям я такой раб, знаете, что я кому-то должен, что-то должен работать, пахать, что-то должен закончить. Знаете, я так устал быть кому-то должен что-то, что мне... На самом деле это не моя жизнь, стройка. Я целую неделю хожу в этой грязной одежде, в этом дерьме работаю. И знаете, когда, наверное, на нас смотрят нормальные люди, которые сидят в офисах или там еще где, наверное, и уважение к ним теряется. И я бы вам всем тоже, кто работает на таких работах, посоветовал бы не зацикливаться сильно. Вот эти деньги, погоня за деньгами. Надо стараться как-то их спокойно зарабатывать. Бурно отдыхать. Потом спокойно отдыхать. Постоянно делать какие-то контрасты. Мне не важно, не обязательно ехать куда-то далеко, чтобы отдохнуть. Я могу вот час выехал на море, сюда вышел, сверчков послушал. Кошка, блин, помурчала, и мне уже хорошо. И за хейтеров вы пишете тоже, не обращай внимания, да. Знаете, вот когда выходишь в такие вот ситуации классные, думаешь, господи, блин, живи да радуйся, блин. Почему же вы люди такие-то злые? Чего же вам не имется-то? Этот один Юра мне, это что я уже рассказывал. Знаете, что он мне написал, что он приедет, он меня будет бить долго и нудно. Ой, ёж ты моё, блин. Я, знаете, вот что в Италию приехал? Я так устал. Я в свои 20 лет, я уже столько перепуганный был. У меня очень была непростая жизнь. Я, ну, кто не знает, я 6 лет в форме проходил вообще. У меня, можно сказать, 2 учебки я прошел. Это и мореходка, она была не сильно отличалась от армии в начале. И русский остров, потому что меня многие смотрят, а это не тот русский остров, что он сейчас, это была жуть просто. Я с голоду просто лук ел, понимаете, сырую свеклу ел, вот так вот жрать хотелось. Хлеб по карманам носил, блин, пряники такие грыз, что вам и не снилось. А мне этот Юра, знаете, что с чего начался разговор, пишет, а что тебе не впадло, блин, кофе пить с автомата? С итальянского автомата, там, где еще и в зернах перемалывается оно, и выходит уже кофе, видно, что с зерен. Фу, блин, какое ты чмо, блин. Ты б хоть немного до моей жизни дотронулся, блин. И правильно вы говорите, ну просто не обращать на них внимания. Ну а вот просто интересно, почему люди такие злые, почему у них в мозгу вот эта злость. У меня знаете, сколько друзей было с этих 90-х? Хулиганов, бандитов.
кто-то уже отсидел, кто-то уже умер, кто-то спился. А те, что остались, они стали тихие и спокойные люди. Они просто наслаждаются жизнью по мере возможности. Никаких уже нету ни боев ни у кого, ни ничего. А этот, видно, еще застрял в 90-х. Все ему скучно. А? У кого-то салют, смотрите. Видите, кто-то тоже радуется жизни в воскресенье. И правильно делают. Я знаю, что все хотели бы интересные видео, позитивные. Блин, а в жизни так не получается, что всегда настроение, всегда позитив. Иногда просто не хочется вообще ничего не снимать, не работать. Вот хочется, не знаю. У меня натура такая, я не могу зацикливаться долго на чем-то. Ни на работе, ни на отдыхе. Мне нужна всегда смена настроения, смена. И как бы я в своих роликах там не психовал или не нудил, у меня это все быстро проходит. Некоторые месяцами могут сидеть в каких-то одинаковых состояниях. У меня все не так, поэтому если что-то в одном видео не так, ждите новое, будет лучше по-любому. Все, кошка, пошли домой. Да. Подышала, посмотрела вдаль. А вы знаете, что кто за компьютерами сидит, чтобы зрение не испортить, надо периодически выходить, смотреть вдаль. Вот так. Всем пока. Поэтому так жизнь устроена. Я вам скажу, у нас у всех есть, мы все запрограммированы. И настолько, что мы строим какие-то планы, хотим, естественно, все же люди хотят, даже те же хейтеры злые, жить в каком-то мире и добре. Но вот просто их судьба загоняет, наверное, в какой-то угол. И люди не могут из этой злости вылезти. Так, ну, у меня насобирался сегодня мусор. Я все не было желания, а тут, думаю, суббота, как раз те принимают, думаю, сделаю субботник, чтобы вы понимали, как это происходит. Каждый мешок надо было, это не просто, знаете, закинуть, более-менее слаживаешь пластику к пластике, бумагу к бумаге, потому что по-другому он не возьмет. И вот это вот час потратил только на сбор. Сейчас у меня полчаса туда-обратно, а то и опять час. Пока туда, пока обратно. Сейчас он мне начнет каждый мешок, блин. А что у тебя здесь? А что у тебя здесь? Это туда, это сюда. Я ему заплатил 20 евро, просто чтобы он мне меньше, я извиняюсь, парил мозги. Теперь это все надо записать еще, представляете? Не просто так. Говорю, что аж телепает после разговора с ним. Это я называю каждый рваный гондон воображает себя дирижаблем. Ты, блин, просто мусорщик. У вас все равно есть машина, которая принимает это, индифференциат, он называется, разнобой какой-то. Но вы не можете там каждую травинку, каждую бумажку, ну прямо так рассортировать. Это почти невозможно. В общем, пусть хозяйка приезжает и пару раз приедет. И вы не можете ему каждый день привозить, я сейчас вторую ходку. Вы что, он меня разорвет здесь на мелкие кусочки. Короче, суббота мне испортил с утра с этим мусором настроение. Месяц не ездил, еще столько же не буду ездить. Покажу вам, как мусор выбрасываю я в своем городке. Такой ящик. Нажимаем на кнопочку. Открывается ящик. Это у нас индифференциатор. Вот такая вот маленькая коробочка. А если у меня много мусора, как туда поставить? 2 раза открывать. И что вы думаете? Теперь у меня есть еще один пакет. Надо идти к другому ящику. Вот он. Какая бэха.
место. Так, вот он второй. Ой, опять нажимаем на кнопку. Опять карточку. И вот чудо, открывается дырка. Но сюда хоть можно кинуть много. И все. Это органика. Из-за этого мусора у нас иной раз скандалы. Мне некогда особо. Жена в основном занимается этим мусором. А и одной таскать эти круги с мешками, наяривать тоже неинтересно. Так что раз в неделю нахожу я время, чтобы ее успокоить. Вот, а это еще третий для пластики, видите? Но пластики у меня сегодня нет. И они эту злость свою выплескивают, типа, тебе хорошо, я не дам тебе жить хорошо, потому что мне плохо. И такое есть, от этого не спрячешься никуда. А если и спрячешься, все равно судьба нам что-то придумает такое, что, чтобы создать нам проблемы. Я почему-то верю, что мы постоянно должны выделять какую-то энергию, какие-то эмоции, чтобы там кого-то питать этой энергией. Мне почему-то так верится на 100%. И с этим надо бороться. И чем больше вы умеете расслабляться, вот даже просто выйти. Я же мог бы сидеть, смотреть новости, война туда-сюда, накручивать себя перед сном. А можно просто выйти и просто расслабиться. Поэтому в семьях я уверен, что как бы вы ни считали, что вы счастливо живете, да никогда в жизни. Во-первых, мужчина и женщина — это совершенно разная порода животных, так сказать. Мы все-таки животные, блин. И кто-то под кого-то подстраивается, это его напрягает. Кто-то, стиснув зубы, идет в туалете, блин, материться втихаря. Это и есть те эмоции, это и есть те провокации, и есть те программы, которые в нас заложены. Мы пытаемся измениться, мы пытаемся изменить своих близких, у нас ничего не получается, и все равно мы все проглатываем. Всегда буду напоминать, что жизнь — это игра, и просто надо жить и играть, и все. Жить и играть. Так интереснее. Так что жизнь-то в принципе замечательна. Просто надо ее увидеть, выйти, посмотреть, послушать тишину. Ой, лепота. Блин, вы знаете, такая жуть. Здесь вот так вот жить, день, два. Все, я умираю, мне нужны люди, мне надо движение. Что-то перебор с тишиной. Вот это, знаете, вот как можно ошибиться. Хочу дом, хочу одиночество. Можно так купить, месяц пожить, потом сказать, что я сделал, блин? Нахрена мне это надо? Я вам клянусь, 10 раз подумайте. Здесь еще не совсем то глухомань. Ой, сегодня свет сделал. Видите, процесс у меня двигается. Сколько уже? Дня 2 я проигрался с этим щитком. Этот свет вообще никогда здесь не горел. Сейчас хоть что-то. И говорю вам, люди покупают вообще где-то в горах, в глухомане. Типа, дачку будем иметь. Ну, я не знаю, что, конечно, веселой компанией приехать, там, толпой какой-то. А так вот, одному торчать, тут еще и работа. Как, блин, в тюрьме в какой-то. Жуткое место. Ни хейтеров, ни новости, а тишину. Именно в тишине скрываются вот эти замечательные нотки спокойной жизни. Не обращайте внимания на мои психи, как одна мне тоже женщина в комментарии написала, типа, что мои нервы кому-то надоели. Хе-хе.
Ой, чтобы вы умели так справляться с своими нервами, которые мне пытаются сделать все. Как там в Одессе говорили, не делайте мне нервы. Спокойно воспринимать. Я работал с некоторыми людьми, да, они вроде бы так. Пох. Пох. Это пох. Нельзя так тоже жить. Без эмоций вы не человек. Эмоции должны быть. Как хотите, называйте это. Можете называть нервы, можете называть эмоции. Но они есть, и с ними интереснее жить. То есть именно когда вот эти взрывы. Тут вы перенервничали, тут вы успокоились. Это нормально. Главное не быть каким-то там психом сумасшедшим, которых тоже полно вокруг. А какие-то эмоции. Так что, если я там где психану или нудным стану, ну такая нудная жизнь, вы понимаете, что иногда есть ситуации, из которых, ну не знаешь, как выход найти. Вот они какие-то мистические, заколдованные. Ты ходишь по кругу, вроде бы находишь логические выходы. Ты пытаешься выйти, объяснить кому-то, на тебя лупают глазами. Да, и все равно все возвращается в округи своя. Блин, тупым жить легче, 100%. А тупым работать сложно. Короче. Шо, кошка? Идем домой? Прогулялась? Что? Киська. Да? Да. Все, идем домой. Всем пока. Спасибо за просмотр, за комментарии. Ну и всем, конечно же, хочется пожелать удачи. Любите друг друга, цените друг друга. Всем мирного неба.